Белый медведь, другие названия белого медведя, полярный медведь, северный медведь, ашкуй, нанук, умка, морской медведь. Это один из крупнейших хищников планеты, который является представителем семейства медвежья. Большой белый медведь– это воплощение силы. С древних времен полярный белый медведь стал уважаемым персонажем в фольклоре у коренных северных народов. В этом видео можно узнать много нового и интересного об этом большом и сильном хищнике севера. Белый медведь выглядит очень крупным и является одним из самых больших животных в мире. К тому же белый медведь– это хищник. Большой белый медведь выглядит огромным, ведь он может достигать 3 метров в длину, при этом вес белого медведя может составлять целую тонну. Масса белого медведя– это одна из главных составляющих его внушительных размеров. Но такие большие белые медведи встречаются нечасто. В среднем самец белого медведя весит 450 кг и имеет длину тела 2 метра. Женские особи значительно мельче. Самка белого медведя весит до 300 кг, а длина ее тела составляет 2 метра. Высота белого медведя в холке варьируется от 130 до 150 сантиметров. Любопытно, что самые мелкие особи белого медведя водятся на Шпицбергене, а самые большие белые медведи обитают в Беринговом море. Белый медведь отличается от других медведей в первую очередь тем, что он белый. А почему белый медведь белый? Здесь все просто. Это обусловлено средой обитания белого медведя. Ведь в условиях вечной мерзлоты и белоснежных горизонтов полярный белый медведь получает возможность оставаться незамеченным. Именно поэтому белый медведь белый. Белый медведь выглядит несколько иначе, чем остальные представители семейства медвежье. Но не только окрас отличает белого медведя от других представителей семейства. Также отличием арктического белого медведя является длинная шея и плоская форма головы. Удивительно, но кожа у белого северного медведя черного цвета, такого же цвета у него нос и губы. Окрас шерсти белого медведя видоизменяется от абсолютно белого цвета до белого с желтоватым оттенком. Летом шерсть белого медведя под постоянным воздействием солнечного света окончательно желтеет. Этот зверь имеет маленькие уши и короткий хвост, который совсем не заметен под густой белоснежной шубой. Мех белого медведя очень густой, с плотным подшерстком и довольно грубый. Густая шерсть белого медведя удерживает тепло и защищает его тело от намокания. Не только благодаря теплому меху белый медведь не замерзает. Под кожей он имеет слой жира, толщина которого составляет около 10 сантиметров. Эта жировая прослойка позволяет ему не мерзнуть даже в самые сильные морозы и при нахождении в холодной воде. Шерсть белого медведя не имеет пигмента, а ее шерстинки пустые внутри. Из-за такого строения шерстинок белый медведь иногда может позеленеть. Такое случается в непривычном для обитания белого медведя климате. При содержании в зоопарках внутри шерстинок медведя заводятся водоросли, которые дают зеленоватый оттенок. Белый медведь выглядит массивно. Этого северного зверя природа снабдила всем необходимым для жизни в самых холодных точках земного шара, чтобы быть совершенным хищником. Белый северный медведь имеет теплую шубу и шерсть на подошвах лап, что позволяет ему не скользить по льду и не мерзнуть. У него даже есть плавательная перепонка между пальцами, за счет чего полярный белый медведь хорошо плавает. Кожа белого медведя имеет толстый слой подкожного жира, чтобы не замерзать в ледяной воде. Также большой белый медведь обладает крупными когтями и внушительными клыками, которые позволяют ему справиться даже с сильной добычей. Белый медведь обитает в северном полушарии Земли на приполярных областях. Этот зверь уникален и его абсолютно не пугает мерзлота, ведь он приспособлен для жизни на крайнем севере с его суровыми условиями. Белый медведь обитает на просторах Арктики. Среда обитания белого медведя достигает 88 градусов северной широты на севере и простирается до острова Ньюфаундленд на юге. На материке среда обитания белого медведя проходит через пустыни Арктики до тундры на территориях России, Канады, США и Гренландии. Жизнь белого медведя связана с арктическим поясом и сильно зависит от сезонных изменений границ полярных льдов.
Белые медведи живут на всем побережье Гренландии, населяют льды Гренландского моря к югу до островов Ян-Маен, живут на острове Шпицберген, земля Франца Иосифа и Новая земля в Баренцевом море, на островах Медвежий, Вайгач и Колгуев, а также в Карском море. Наибольшие популяции белых медведей встречаются у побережья материков морей Лаптевых и Бофорта, Чукотском и Восточно-Сибирском морях. Максимальная численность обитания белого медведя представлена материковым склоном Северного Ледовитого океана. Белые медведи живут кочуя. Во время сезонных изменений границ полярных льдов они перемещаются. Летом белый северный медведь отходит ближе к полюсу, а зимой передвигается к югу, заходя на материк. Белый медведь живет в основном на побережье и льдах, но в берлогу залегает на материке или островах. В зимнюю спячку белые медведи впадают на 2,5 месяца, чаще всего это делают беременные самки. Самцы и небеременные самки ложатся в спячку совсем ненадолго, да и то не каждый год. В отличие от такого представителя медвежьих, как большая панда, белый медведь– это хищник. К тому же белый северный медведь является единственным из крупнейших сухопутных хищников планеты, который склонен к выслеживанию и охоте на человека, считая его за равноценную добычу. Ведь не зря белый медведь является одним из самых опасных животных в мире. Белый медведь– это царь севера, ведь он находится на вершине пищевой цепи в Арктике. Часто в детских книжках белого медведя изображают в обществе пингвинов. Это может ввести в заблуждение, будто они обитают на одном полюсе. Но это не так, ведь белый медведь обитает на Северном полюсе в Арктике, а пингвины– в Антарктиде на Южном полюсе. Поэтому ответ на вопрос, почему белые медведи не едят пингвинов, очень прост. Они обитают на разных полюсах. Белый медведь обитает на дрейфующих и многолетних морских льдах, где он свободно может охотиться на добычу. Белый медведь питается кольчатой нерпой, морскими зайцами, моржами и другими морскими животными. Он подкрадывается к ним из-за укрытий или подстерегает возле лунок. Как только животное показывается, медведь одной лапой наносит жертве оглушающий удар. Во время охоты белый медведь может перевернуть льдину, на которой находятся тюлени. Однако моржа арктический белый медведь сможет одолеть только на суше. Белый медведь питается, поедая в первую очередь шкуру и сало. Целую тушу он может съесть только в крайнем случае и будучи сильно голодным. Обычно остатки доедают песцы. Также белый медведь питается, подбирая падаль, мертвую рыбу, птичьи яйца и птенцов. Иногда белые медведи едят траву и морские водоросли, а в жилой местности с удовольствием лакомятся на помойках. Белый северный медведь способен даже ограбить склад продовольствия полярных экспедиций. Несмотря на то, что большой белый медведь кажется неповоротливым, он очень быстрый и ловок на суше, к тому же с легкостью плавает и ныряет в воде. На суше белый медведь в среднем передвигается со скоростью 5,5 км в час, а при беге он может развивать скорость до 40 км в час. За сутки белый северный медведь способен одолеть расстояние до 20 километров на суше. В воде полярный белый медведь может плыть без остановки несколько дней, преодолевая до 160 километров за сутки, при этом его скорость достигает до 6,5 километров в час. Этот зверь очень хорошо плавает и ныряет, к тому же под водой арктический белый медведь может находиться до 2 минут. Шерсть белого медведя защищает его тело от намокания в ледяной воде, а слой подкожного жира толщиной в 10 см превосходно защищает от холода. Белая окраска отлично маскирует хищника. У полярных белых медведей очень хорошо развиты органы чувств. Отличный слух, обоняние и зрение без особого труда помогают большому белому медведю заметить добычу на расстоянии нескольких километров. Даже под метровым слоем снега белый северный медведь чует добычу и может уловить малейшие движения, находясь над укрытием потенциальной жертвы. Лицом к лицу с этим хищником лучше не встречаться, ведь белый медведь может выслеживать и охотиться на человека. Неоднократные случаи нападения белых медведей на человека описываются в отчетах полярных путешественников. В местах, где есть риск встретить этого зверя, необходимо передвигаться осторожно.
В населенных пунктах, где поблизости может появиться этот хищник, стоит побеспокоиться, чтобы у него не имелось свободного доступа к помойкам, которые очень привлекают любопытных медведей. В канадской провинции Манитоба обитает много белых медведей. В городе Черчилл даже имеется специальная тюрьма для временного содержания медведей, которые слишком близко подошли к городу. Такие меры обеспечивают безопасность жителей. Белые медведи, как правило, живут поодиночке. Обычно они довольно миролюбивы и спокойны по отношению друг к другу, но сезон размножения у самцов всегда сопровождается стычками. Брачный период у арктических белых медведей приходится с марта по июнь. В это время они ходят парами, но случается, что за одной самкой могут следовать сразу несколько самцов. В октябре самки роют берлогу в снежных наносах на берегу. Медведицы массово сходятся к любимым местам, чтобы устроить берлогу и вырастить малышей. Одним из таких являются острова Врангеля и земля Франца Иосифа, где самки ежегодно устраивают до 200 берлог. Медведицы занимают берлогу только к концу осени. Весь период беременности длится 8 месяцев. Медвежата белого медведя рождаются к концу арктической зимы. У больших белых медведей низкий прирост потомства, ведь способность к выведению потомства приходит только в возрасте 4-8 лет, а рожает самка лишь один раз в 2-3 года. Обычно на свет появляется от 1 до 3 медвежат белого медведя. Медвежата белого медведя рождаются слепыми, с короткой редкой шерстью и абсолютно беспомощными. Они весят 500-800 грамм при длине тела всего 25 сантиметров. Мать интенсивно кормит малышей своим питательным молоком. В возрасте чуть больше месяца медвежата белого медведя открывают глаза. В марте самки начинают массовые выходы из берлог. К 2 месяцам самка начинает постепенно выводить своих медвежат на небольшие прогулки, во время которых они резвятся в снегу. Когда медвежатам белого медведя исполняется 3 месяца, самка покидает берлогу и вместе с ними отправляется кочевать по оледеневшим пустыням Арктики. Самка кормит медвежат молоком до 1,5 лет. Но совсем скоро детеныши белого медведя начинают самостоятельную жизнь. Белый медведь живет 25-30 лет. В неволе этот срок может быть и больше. Иногда белые медведи скрещиваются с бурыми. Рожденных гибридов называют полярные гризли. С 1957 года в России ввели запрет на добычу полярных белых медведей. В 2014 году мировое количество белых медведей составляло около 25 тысяч особей. В России обитает около 7 тысяч белых медведей, при этом каждый год браконьеры уничтожают до 150 особей. Естественных врагов у большого белого медведя нет. В воде изредка на них может напасть морж или касатка. Медвежонок белого медведя, который остался без присмотра матери, может стать жертвой волка и песца. Но основной угрозой для полярного белого медведя является человек. Несмотря на охранный статус, белый северный медведь страдает от вооруженных браконьеров.